Всем привет! С вами журнал Мотоэксперт и я, Дмитрий Федотов. Сегодня у нас на тесте нечто совершенно необычное, ни на что не похожее и то, чего раньше никто не делал. Встречайте, Yamaha Niken. Вообще, мне этот мотоцикл хочется назвать Niken, но в компании Yamaha утверждают, что именно Niken, что в переводе с японского означает фразу, похожую на «три меча». Niken дебютировал еще 2 года назад, а в салонах российских дилеров Yamaha появился в прошлом году. Но у нас возможность познакомиться с этим мотоциклом появилась только сейчас. И, надо сказать, я не зря столько ждал. Это очень интересный и необычный аппарат. Попыткам приделать третье колесо к мотоциклу уже больше 100 лет. Начиналось все с мотоциклов с колясками, чуть позже появились трайки, обратные трайки. Но всегда дополнительная точка опоры превращала мотоцикл в недоавтомобиль, и свою суть, свой смысл он терял вместе с возможностью наклоняться в поворотах. Были попытки и подружить трехколесность с возможностью наклоняться в поворотах. Например, Honda делала трехколесный скутер Gira, а компания Piaggio выпускала скутер MP3. Чуть позже на его платформе был создан скутер Gilera Fuoco. Они были сделаны по очень похожей схеме. Но какого-то массового применения эти конструкции не нашли, и многие мотопроизводители, какое-то подавляющее большинство, не начала тиражировать эту конструкцию. Может быть, было дорого, может быть, боялись необычного дизайна. Не знаю, в чем дело, но на долгое время эта тема затихла. И, наконец, компания Yamaha решила всех удивить и выпустила трехколесный Naked. Они сделали не скутер, не какой-то малокубатурный мотик, где не страшно ошибиться. Они зашли сразу в верхний сегмент литровых Naked'ов, и получилось очень смело, очень необычно и очень интересно. Давайте смотреть, что здесь. Вообще вот эта трехколесность, она дает очень хорошую устойчивость. То есть мотик реально, ты не боишься вот этих заносов, ты не боишься потерять переднее колесо. Вот, и с этой точки зрения это, конечно, новый уровень. Прям новый уровень, хотя, несмотря на то, что он рулится как обычный мотоцикл, он ощущается как обычный мотоцикл, все по-другому. То есть, во-первых, эффект, да, вот этого сноса заднего колеса, ощущение, да, то есть на двухколесном мотике у тебя скорее бы начала отрываться морда от асфальта, а здесь этого нет. Начнем с дизайна. С одних ракурсов Niken выглядит просто неимоверно круто. Вот если бы я увидел в зеркало заднего вида эту пасть, вот эти два колеса, насупившуюся морду, хищный разрез фар, я бы, честно говоря, обделался, потому что он неимоверно брутальный, крутой и яркий. Но если посмотреть на этот мотоцикл в профиль, то у меня есть ощущение, что он чем-то похож на горбуна из собора Нотр-Дам-де-Пари. Он очень не сбалансированный, у него очень негармоничный силуэт. Но сегодня в мире, где все мотоциклы делаются по одним и тем же шаблонам, где все мотоциклы очень похожи, и для того, чтобы отличить один от другого, иногда приходится смотреть на шильдики и на эмблемы, любая необычность очень ценна. Иными словами, вот этой необычностью он берет. Где-то кому-то он понравится, кто-то скажет, что он не очень красивый, но важно, что он ни на кого не похож и никого не копирует. И этим он в первую очередь хорош. Как вы уже успели заметить, шасси здесь очень необычное. Примерно по центру мотоцикла здесь все как у всех. Привычная подвеска, привычное колесо, привычные седла и подрамник. А вот сама рама уже непривычная. Сама Yamaha называет эту конструкцию гибридной. В ее основе лежит клетка, стальная, трубчатая, сварная. Кажется, что все как у всех, ничего особенного. Но когда заглядываешь вниз, видишь, что помимо рулевой колонки, к этой раме, к стакану рулевой колонки крепятся еще и рычаги нашей подвески. То
То есть перпендикулярно стакану и сверху, и снизу проходят оси, на которых качаются наши рычаги. И, наверное, Yamaha правильно делает, что называет эту раму гибридной, потому что ничего подобного я еще нигде не встречал. Разумеется, Niken тяжелее обычного двухколесного мотоцикла. Снаряженная масса указана на отметке в 263 килограмма. Это с учетом 18 литров, которые будут залиты в наш топливный бак. Мотоцикл довольно крупный и сам по себе. Он не только крупный на бумаге. Например, высота седла составляет 820 миллиметров. Однако люди со средним ростом будут чувствовать себя здесь комфортно. Впрочем, когда сидишь за его рулем, о комфорте думаешь меньше всего, потому что ты испытываешь какие-то очень странные ощущения. Yamaha говорит, что развесовка здесь 50 на 50. Но по моим ощущениям, морда, конечно, тяжелая. А может быть, она тяжелее просто в сравнении с обычным мотоциклом. И за счет этого кажется, что вот такая особенность с перегруженной мордой. Но очень важно то, что, несмотря на то, что здесь всего много металла, много запчастей, он при этом встает на задний. Если открутить трекшн, с первой, с газа, он отрывает передние колеса от асфальта. Вот, наверное, люди, которые получше меня понимают в этом всем стандрайдинге, смогут и шустрее, и на второй, и на третьего приподнять. Сзади работает двусторонний алюминиевый маятник. Маятник очень длинный, и ось его крепления проходит аж перед водительскими подножками. Работает маятник в паре с моноамортизатором через рычаги прогрессии. Амортизатор регулируемый, пружина у него не подтягивается, зато есть регулировка жесткости гидравлики, которая вынесена отдельным барашком под седло для удобства регулировки, потому что сам амортизатор установлен почти горизонтально и расположен он в месте стыка рамы с подрамником, и подлезть туда каким бы то ни было инструментом в полевых условиях просто невозможно. Помимо этого, здесь можно увидеть подрезанный хвост, где нет ничего лишнего. Заднее крыло крепится непосредственно к маятнику через такие красивые алюминиевые литые кронштейны. Ну и, надо сказать, я уже поездил на этом мотоцикле в дождь, работает все это дело отлично, за шиворот ничего не льется. Гвоздь нашей сегодняшней программы – передняя подвеска. Устроена она довольно замысловато, но я, по крайней мере, попробую рассказать так, чтобы было понятно, как она работает. Начинается все с обычной мотоциклетной рулевой колонки. Рядом с ней, сверху и снизу, на осях качается по два поперечных алюминиевых рычага. Они такие прям крепкие и монументальные, выглядят очень солидно. По краям к этим рычагам через шарниры прикручивается еще по одной рулевой колонке с каждой стороны. А в эти рулевые колонки вставляются прямо такие мотоциклетные траверсы. Единственное отличие этих траверс в том, что перья в них стоят практически вплотную. Здесь по два пера на каждую сторону. Эти перья в середине соединяются дополнительной траверсой, а внизу заканчиваются корпусом ступицы. Перья немножко отличаются. У заднего пера, которое стоит ближе к водителю, есть регулировка жесткости. Что касается работы подвесок. Передняя подвеска работает так хорошо, что задняя, кажется, что не работает вовсе. То есть здесь нормальный маятник, нормальный амортизатор, все как у людей. И задняя подвеска работает хорошо для обычного мотоцикла. Она отрабатывает неплохо, ход достаточно, 125 что ли там ход. Ну, то есть нормальный дорожный мотоцикл. Но передняя подвеска настолько глотает все неровности, все стыки, все ямы, что кажется, будто задняя подвеска работает хуже. На самом деле нет, она работает нормально, просто передняя подвеска работает совершенно иначе. В чем секрет? Во-первых, у меня есть ощущение, что никаких космических амортизаторов здесь не стоит, что это обычная гидравлическая вилка, как у всех. И даже, я бы сказал, очень мягкая гидравлическая вилка. Но за счет того, что здесь 4 амортизатора, а не 2, они реально работают на порядок лучше. Ты тормозишь, морда не клюет. Хотя, казалось бы, да, с чего ее не клевать? Нет, она не клюет. Он прижимается, он как бы немножечко присаживается, осаживается. Но вот это вот клевка обычной телескопической вилки, когда ты прям летишь вниз, здесь этого нет. Ход при этом у них тоже, ну, как бы вполне себе ничего. Там, по-моему, 110 миллиметров. Вот, видимо, я думаю, что они просто берут количеством этих амортизаторов.
Вторая история, которая тоже очень важна, это рычаги, поперечные рычаги, качения, вот эти рычаги, которые тоже частично выполняют роль, они не демпфируют удары, да, но если мы едем прямолинейно и у нас одно колесо проваливается в яму, мы продолжаем ехать на втором колесе. Все пробои, все выступы, все какие-то истории, которые не касаются двух колес одновременно, проходятся намного мягче, чем даже на каком-нибудь тур-эндуро. То есть даже если большая яма, в которую мы попали одним колесом, или правым, или левым, вот мы в эту яму нырнули, но при этом до руля практически ничего не доходит, какое-то совсем эхо. То есть она настолько хорошо глотает неровности, это просто космос. Вот. Такое я тоже впервые в жизни вижу. Я думаю, что опять же это связано вот с нашими рычагами и просто с архитектурой этой подвески. Что касается заваливания мотоцикла в поворот, в это сложно поверить, но это просто мотоцикл. За исключением несколько большей массы и вот необходимостью бороться вот с этой инерцией, в остальном это обычный мотоцикл, причем с довольно острой геометрией. Он прям очень хорошо идет за рулем, он очень послушный, он ощущается нормальным дорожным мотоциклом. При этом на прямике он ощутимо стабильнее просто мотоцикла. Причем на любой скорости, на большой, на маленькой, когда ты едешь прямо, ты, такое ощущение, что здесь прям какая-то очень чоперная вилка. Нифига подобного, потому что как только ты начинаешь активно маневрировать, вся эта прямолинейность исчезает, и это мотоцикл с очень острой управляемостью куда-нибудь на Джимхану приехал и показал всем класс. Вот, немножечко немножечко есть сложности с тяжеловесностью, но в остальном это просто великолепная управляемость. Меня поначалу смущало, то, что здесь колеса стоят по бокам, то есть как это все будет работать. Работает это отлично. Ось качения этих двух поперечных рычагов все равно по центру рулевой колонки, и наклоняется он ровно как обычный нормальный мотоцикл, а может быть даже и легче. Все то же самое контрруление, все те же самые свешивания, все очень легко, и самое главное, неважно, что происходит в повороте под колесами, то есть что-то скользкое, ямы, ты вообще не паришься, это не твоя проблема, это проблема подвесок, а ты просто едешь. И ты в повороты проходишь просто быстрее, физически быстрее, намного быстрее. Вот яму прям специально находишь в повороте, а ее нет. Она вот глазами есть, она глазами ощутимая. И на двухколесном мотике ты бы ее объезжал. А здесь ты, просто едешь, ее не существует. Вот яма, колодец провалился раз, чуть-чуть какое-то эхо. А вот мы одним колесом в эту яму въехали, ничего нет, просто ничего. Это, конечно, потрясающе, просто потрясающе. Я не знаю, можно ли сказать, что у Yamaha получилось заново мотоцикл придумать, но сделать мотоцикл безопаснее, сделать мотоцикл комфортнее у них точно получилось. Я не знаю, готовы ли многие заплатить за это, но то, что это прям новая планка, этого отрицать нельзя. И еще маленький нюанс, его на самом деле практически никто не узнает и не почувствует. Завалить этот мотоцикл можно очень глубоко, и тем не менее, если вы совсем прям привыкли ездить на коленке, вы почувствуете момент, когда он упирается и когда дальше уже закладывать некуда. Вот с этим придется жить. То есть на треке вы, наверное, этот момент будете чувствовать, в городе нет, потому что этот момент, он очень далеко, и завалить до него мотоцикл в городе будет очень непросто. То есть это проблема трека. Но как-то придется с этим жить. И еще, если вы хотите заехать на тротуар, за счет того, что здесь, 3 точки опоры, вы на тротуар просто заезжаете и не чувствуете этой проблемы. Это просто космос. Невозможно в это поверить людям, которые учились ездить на двухколесном мотике. То есть вы видите тротуар и делаете вот так. Раз, два, три. Задница, как обычно, как у всех. Но он над ним заскочил, раз, и также съезжаете. Это просто раз, и вообще нет. Вообще нет. Вы просто заехали и съехали. Вот какой-нибудь вот стык бордюра. Раз. Это задняя подвеска отрабатывает как обычно, а спереди просто этого не чувствует. Под углом, на бордюр. Вот на асфальтовом мотике так заедьте, на нейкеде, на простом. Это надо уметь, это надо учиться, это надо чувствовать мотоцикл. Здесь просто газу дал и пошел. Еще раз, я буду прям раз. У меня восторг это вызывает. У меня это вызывает какой-то восторг. Это очень круто.
Раз и все. Потрясающе, просто потрясающе. Ступицы автомобильные. Колеса крепятся к ним 5 болтами с внутренней стороны. Колеса, кстати, 15-дюймовые. Тормозные диски, наоборот, расположены снаружи, и работают они в паре с 4-поршневыми радиальными суппортами, которые ранее мы могли встречать, например, на Yamaha R1. Сзади можно увидеть довольно крупный тормозной диск, который работает вместе с однопоршневым плавающим суппортом Nissin и обычными резиновыми шлангами. Арматуры здесь никакой нет. Тормоза очень хорошие. Несмотря на то, что, опять же, мотик тяжелее, чем его двухколесные собратья, эта масса купируется просто хорошими механизмами. Тормозов всегда достаточно, и особенно важно, как эти тормоза работают на мокрой дороге. То есть здесь тупо позже срабатывает ABS просто за счет того, что есть дополнительное пятно контакта. И это очень круто, это неимоверно круто, это просто космос. Все очень хорошо, на мокрой дороге тормоза работают просто бесподобно, и на мотоциклах двухколесных такого не бывает. Какими бы ни были хорошими тормоза, какой бы ни была яркая и красочная обратная связь, все равно срабатывает ABS. Здесь ABS тоже срабатывает, но значительно позже, просто на порядок позже, и это одно из условий, которое позволяет ехать быстрее по мокрой дороге. Обратная сторона медали, и я на это тоже обратил внимание, может быть, это мое какое-то субъективное ощущение, может быть, это не так на самом деле. Но у меня есть ощущение, что за счет того, что здесь много всего спереди, он легче встает в стопе. Легче и страшнее. То есть, если на обычном просто мотоцикле двухколесном у тебя прожимается вилка, отрывается задница медленно, вот как-то, а потом еще ABS тебе все-таки включится, и ты прокатишься вперед, на 2 колеса встанешь, то здесь на торможении реально можно уйти совсем вперед и встать вертикально, просто потому что вот этот момент поднятия в стопе здесь происходит как-то быстрее. Я повторюсь, может быть, мне это кажется. Это где-то совсем на уровне нюансов и ощущений, но вот эти клевые тормоза, они немножко обманчивы за счет того, что, опять же, позже включается ABS, и позже, в случае чего, электроника может прикрыть вашу задницу. Поэтому с резкими торможениями нужно быть аккуратней. Здесь есть очень глубокие большие пластиковые крылья, которые еще и крепятся к корпусу ступицы металлическими, очень массивными кронштейнами. Помимо этого, здесь можно увидеть очень большой радиатор, который, что очень важно, хорошо закрыт от грязи. То есть обычно у нас на мотике одно колесо, радиатор стоит прямо за этим колесом, и сколько хайгеров не вешай на крыло, все равно он будет в грязи. А здесь ситуация прямо противоположная. Здесь колеса стоят по краям, поэтому запачкать радиатор, наоборот, очень сложно. Я думаю, что для наших широт, где дороги просто обильно поливают гудроном, где постоянно какой-то песок, глина, грязь, это очень актуально, и это не какая-то мелочь, это прям важно. Еще что меня немножко смутило? Меня немножко смутило, что ямаховцы сделали крепление колес изнутри, а снаружи вынесли перья, тормоза и прочие кронштейны крыльев. У меня есть ощущение, что сделай они наоборот, как бы разверни немножко, сделай колеса снаружи, а перья внутри, было бы немножко посимпатичнее. Но, может быть, это решение было обусловлено тем, что им нужно было разнести колеса на определенную ширину, и с перьями внутри эта конструкция бы не так хорошо работала. Может быть, в этом есть какой-то смысл, но все могло бы быть симпатичнее, на мой взгляд. А вот никаких демпферов здесь внутри я не обнаружил. И надо сказать, что за то время, которое я езжу на этом мотоцикле, у меня ни разу не возникало намека на воблинг. Не знаю, как они уравновесили эту конструкцию, но получилось здорово. Помимо этого, нет здесь и никакого механизма, который блокировал бы всю эту конструкцию в вертикальном положении. То есть у Никина есть боковая подставка, и все.
Как я уже говорил, дизайн Никина очень необычный. Если смотреть на этот мотоцикл в анфас, кажется, что это половинка какого-то суперкара. Очень нарядная светотехника. На каждую блок-фару приходится по 2 светодиодных линзы, и в отдельных блоках вынесены светодиодные же ходовые огни. Помимо этого, мне очень нравятся эти пластиковые накладочки, которые... для совсем шика не хватало разве что заменить такими же, но карбоновыми. Нарядные зеркала, маленькая мухобоечка. В общем, выглядит это все как какой-то космический аппарат. Это какой-то герой фильма «Киберпанк». Космос. Молодцы. Силуэт при этом в целом у мотоцикла, как я уже говорил, мне не очень зашел. Но он необычный. Ветрозащита несколько хуже, чем от нее ожидаешь. Вот эта мухобоечка стоковая, она, конечно, практически ни от чего не закрывает. И ветровик хочется побольше, но обещают много опций к этому мотоциклу. Вот. И в коленочки немножко, в ножки дует, и в голову, прям вот весь ветер, вот он посюда отсекает, и до свидос. Зеркала и великолепные, и ужасные одновременно. Во-первых, у них нарядный дизайн, мне все очень нравится, и самое главное, у них просто потрясающая обзорность. За счет того, что установлены они чуть ниже руля, когда я еду, я в верхней кромочке зеркал чуть-чуть вижу свои локти, а вся остальная картинка – это дорога. Такого я не встречал ни на одном другом мотоцикле. Но когда ты начинаешь езжать между рядья, хочется плакать, потому что по ходу движения эти зеркала практически не складываются. Это все, насколько их можно сложить. Чтобы ощутимо уменьшить ширину этого мотика, зеркала нужно складывать против хода движения. И после этого он действительно становится значительно компактнее, но не вылезая из седла, не останавливаясь, это сделать, к сожалению, нельзя. Поэтому тем, кто часто ездит между рядья, придется не сладко. Вот сейчас мы едем свободно. И по свободному он едет как нормальный мотоцикл. Но как только между рядья сужается, и мы утыкаемся в стоячую пробку, все, до свидания, мы останавливаемся, мы карабкаемся между этими зеркалами, протискиваемся, и все очень непросто становится. Но когда более-менее свободно, это нормальный мотоцикл, ты насчет ширины не переживаешь. Ширина сказывается только вот совсем плотном междурядье. Необычно Никин выглядит и из седла. Топливный бак кажется более-менее человеческий, привычный, он не слишком широкий, а дальше начинается космос. Здесь очень широкий передний обтекатель. Мне кажется, вот этот пластик, он шире даже, чем у какого-нибудь Канама Спайдера. И когда ты сидишь за рулем, ощущения совершенно не мотоциклетные, не автомобильные, они вообще ни на что не похожи, ты управляешь нечто совершенно особенным. Но когда начинаешь присматриваться, понимаешь, что все сделано довольно-таки просто. Внутри все закрыто шершавым некрашенным пластиком. Пульты унифицированы с другими моделями Yamaha. Левый пульт как на Super Tenere, как на FJR 1300. Здесь много клавиш, все они хорошо знакомы. И надо сказать, что пульты сами по себе уже известны и довольно надежны. Здесь же можно увидеть замок зажигания и простенькую монохромную приборную панель, слева от которой установлен разъем прикуривателя, куда мы можем втыкать наши зарядные устройства, заряжать пауэрбанки, экшн-камеры, включать компрессор для подкачки колес и пользоваться прочими автомобильными гаджетами. Что касается приборной панели, то она здесь точно такая же, как и на каком-нибудь МТ-09. Она сама по себе неплохо читается и довольно информативна. Здесь есть ленточный тахометр, датчик выбранной передачи, часики, указатель температуры, спидометр, указатель уровня топлива в баке и много чего еще. Помимо этого, приборная панель отображает режимы работы ездовой электроники. По посадке, то есть седло в меру высокое, вот мест ростом 1,195 м, очень комфортно, широкий руль. По посадке прям вот совсем МТ-09 Racer, вот один в один. Но ощущения от этой посадки совершенно другие. В первую очередь, благодаря вот этому безразмерному обтекателю, безразмерному, как кажется, баку, хотя бак на самом деле человеческий, это вот большой обтекатель, но воспринимается он как продолжение бака. Вот, соответственно, мотик ощущается намного больше, чем он есть на самом деле, и это прикольно. Как известно, мода идет по спирали, и то, что вчера было актуальным, завтра снова может войти в тренды.
Так вот, компания Yamaha решила пощекотать наши с вами олдскулы и вспомнила про классическую строгую синюю изоленту, которая здесь намотана на оплетках проводов. Это решение, этот дизайнерский ход способен выбить слезу из каждого старорежимного мотоциклиста, у которого была учетная запись на портале Opposite.ru. Но если своим сознанием вы остались в 20 веке и считаете это дурным тоном, она намотана поверх тканевых оплеток, и ее недолго смотать. А люди вроде меня могут порадоваться и сказать, что наконец мы прогнули под себя мировой мотопром. С нетерпением жду, когда какие-нибудь узлы типа глушителя будут намертво приматываться на заводе проволочками. Электроники здесь немного, и от такого мотоцикла ждешь каких-то чудес, но чудес здесь нет. Здесь есть двухуровневый трекшн-контроль, который к тому же еще и отключаемый, а также здесь есть возможность выбора режима работы мотора. Режимов работы здесь 3. От первого, самого боевого и яростного, до третьего, самого спокойного и флегматичного. Мне хочется назвать его дождевым, но Yamaha его так не называет. Yamaha просто пишет 3. Ну и, собственно, трекшн-контроль в первом режиме трекшн-контроль позволяет немножечко заднему колесу подбуксовывать, а во втором режиме трекшн-контроль исключает вообще какие бы то ни было намеки на пробуксовки и очень резво, и я бы сказал совсем неделикатно, душит мотор. Помимо этого, из электронных ассистентов здесь есть круиз-контроль и квикшифтер. Но квикшифтер односторонний и работает он только вверх. Для переключения вниз сцепление придется по-прежнему выжимать. Разумеется, есть у Никина и система ABS, но для меня, честно говоря, загадка, разработали ли они специально под конкретный мотоцикл новую трехканальную систему ABS или просто завязали показания датчиков с двух передних колес на один контур. Попробуем разобраться, попробуем потормозить на разных покрытиях, попробуем на каком-нибудь slow-motion снять, как все-таки работает ABS. Мне самому очень интересно. По моим ощущениям, ABS на обоих колесах работала синхронно, однако замедленная съемка показала, что антиблокировка на правом и левом колесе работает несинхронно, контуры здесь раздельные. Двигатель сюда перекочевал прямо с Yamaha MT-09. Это рядная тройка, установленная поперечно, с рабочим объемом в 847 кубических сантиметров и мощностью в 115 лошадиных сил. 4 клапана на цилиндр и 2 распредвала с цепным приводом. На каждый цилиндр приходится по отдельной дроссельной заслонке, а коленвал здесь создан по фирменной ямаховской технологии Crossplane. Коробка передач 6-ступенчатая, сцепление многодисковое, в масляной ванне с тросовым приводом. Разумеется, здесь жидкостное охлаждение и современный инжектор, который работает в паре с электронной рукояткой газа. И я сразу предлагаю открыться, коль скоро у нас первый режим стоит. Вот, с динамикой тут полнейший порядок, прям полнейший. Прям вот он едет. Раз. Разгон, наверное, километров до 180. Просто пушка-гонка. Не дать не взять. Несмотря на то, что он немножко потяжелее трейсера. Ну, как немножко, ощутимо потяжелее. По динамике эти килограммы, ну, не то что не чувствуется, но как будто вы с пассажиром едете. То есть, да, моторчик чуть-чуть побольше нагружен, но не критично. То есть он все такой же динамичный. Эти 115 сил, здесь каждый из этих 115 кобыл работает по полной программе. Очень хорошо откликается мотор на рукоятку газа. Очень все остро, понятно, линейно и сказочный моторчик. Он с самых низов, ну не самых, но почти самых. И до упора ровная прямолинейная тяга, прям сказка. Единственный момент, вот сейчас мы в повороте, и на выходе из поворота мы открываемся. Обратите внимание, трекшн не срабатывает, но есть какое-то ощущение, что задница прям начинает сама подкручивать корму, а заднее колесо как будто вот немножечко то ли подминается, то ли подбуксовывается, и задница прям немножечко начинает нас обгонять, но до срабатывания трекшена.
Я не знаю, чем обусловлен этот эффект. У меня есть такое ощущение, что на разгоне за счет того, что мотик сам по себе тяжелее, больше массы переносится на заднее колесо, и оно начинает немножечко сильнее проминаться. При том, что я специально посмотрел давление, у меня было ощущение, что подспущено колесо заднее, но давление нормальное, заводское. Вот, соответственно, вот просто такой эффект. Это не пробуксовка, это не занос заднего колеса, это именно проминание резины, при этом оно нормально держится. Еще мне очень понравилось расположение глушителя. Как мне кажется, мотор здесь немножечко вынесен вперед, за счет чего здесь появилось место для катализаторов, резонаторов и прочей требухи выхлопной системы, которая практически полностью скрыта от глаз. Единственное, чем выдает себя глушитель, это вот этой вот маленькой аккуратной флейтой, которая совершенно не бросается в глаза. Мне кажется, что это очень красиво. И еще одна интересная штуковина, назначение которой я так и не понял. Снизу рама соединяется стальной дугой. Зачем эта дуга там проходит, я не знаю, но на ней еще и есть отдельная наклейка, которая показывает, что домкратить за эту дугу мотоцикл нельзя. Зачем она еще нужна, не знаю. Может быть, это заглушка на месте опциональной центральной подставки, может быть, еще что-то, но мне кажется, что это какая-то лишняя деталь в этом мотоцикле. Yamaha Niken. Я, честно говоря, даже не могу подобрать слов для того, чтобы описать ощущения от этого аппарата. И они на самом деле неоднозначные. С одной стороны, дополнительное колесо добавляет нам массы, добавляет нам ширины, с которой мы не очень хорошо пролезаем в междурядье, и, наконец, добавляет стоимость. За этот мотоцикл просят 1 миллион 426 тысяч рублей. Ощутимо больше, чем за обычный МТ-09. С другой стороны, дополнительная точка опоры выводит безопасность и выводит стабильность мотоцикла на совершенно другой уровень. Я поездил и по дождю, я специально закладывал мотик на трамвайных путях, на каких-то канализационных люках. Ему пофигу. Его не срывает и не возникает вообще даже потенциально опасных ситуаций. Он очень стабилен, он неимоверно стабилен, и никакая электроника не может заменить дополнительную точку опоры. Это реально другие ощущения от мотика, это другое спокойствие. Даже в дождь ты практически не снижаешь скорость и едешь как по сухому. И отлично тормозишь, и отлично поворачиваешь, и отлично заваливаешь мотик в поворот. Вдобавок это еще и добавляет комфорта, потому что если мы в яму попадаем одним из двух колес до руля, вот этот удар, этот подбой подвески доходит лишь каким-то эхом. Ты реально едешь мягче, и ты едешь комфортнее и плавнее. Ну и вдобавок он лучше чувствует себя на прямиках, он очень стабилен, при этом он довольно хорошо заваливается, и у него нету компромисса между поворачиваемостью и между стабильностью на прямиках. Он дает все сразу. Иными словами, очень интересный мотоцикл, хотя я не знаю, я думаю, что все-таки для города это не лучший вариант просто за счет этой ширины, с которой постоянно приходится считаться и бороться, и страдать от этой ширины. Короче, неоднозначно, но мне очень нравится. Спасибо компании Yamaha Motor CIS за возможность познакомиться с этим чудом техники. Благодарим компанию Drive Bike за экипировку Rush. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. С вами был Дмитрий Федотов и журнал Мотоэксперт. До скорого! Оставляй с поездом. Просто топ-контент.